У меня как-то рандомно начались месячные. Начинает все лицо краснеть. Не нужно мне писать, когда месячный блог. Всем привет, и вы на канале Mr. Little, и меня зовут Анастасия. Вы просили, и вот я снимаю, конечно же, ваше любимое видео MS Влог. Честно, я даже не понимаю, почему они вам так сильно нравятся, но вы меня просите, причем каждую неделю, чтобы я их снимала. Но, ребята, блин, у меня месячные несколько дней в месяц. Соответственно, такое видео будет выходить только раз в месяц. И да, сегодня у нас с вами снова месячный влог. Сегодня у меня уже 6-й день моих месячных, соответственно, они не очень кровообильные, вроде бы это так называется, да, обильные. В общем, не знаю, как вам лучше объяснить, но у меня не очень много крови, чувствую я себя сейчас гораздо лучше, чем несколько дней назад. И да, проведете сегодня этот день вместе со мной. Всем приятного просмотра. Ну и главное, 6 дней, да, когда у меня начались месячные. В точный день я вам не могу сказать, потому что примерно 2 недели назад, я даже тогда, по-моему, видео снимала, у меня как-то рандомно начались месячные, и потом они остановились на 2-3 дня, и потом опять вернулись. И я не знаю, что это было такое, но, в общем, сейчас у меня пошел 6-й день. Крови, как я уже сказала, у меня гораздо меньше, чувствую я себя гораздо лучше, потому что уже месячные скоро заканчиваются. Вообще, я в шоке, то, что 6 дней уже идут, потому что обычно у меня заканчивается спустя 3-4 дня. Ну, ладно, ничего страшного, в принципе, нормально. Вообще, в этот раз у меня месячные прошли очень легко. Единственное то, что у меня было просто куча прыщей в начале, вот, просто чтобы вы посмотрели, как я выглядела. Мы с вами об этом чуть попозже поподробнее поговорим, вообще о моей коже в эти дни. Но суть в том, то, что кроме кожи у меня больше ни с чем проблем не было. Да, в принципе, как бы легко этот месяц месячных прошел у меня так просто. Как последние дни месячных я в основном пользуюсь вот такими вот ежедневками, но они достаточно плотные, соответственно, даже если у меня какая-то там кровь течет, то ничего у меня не протекает, все попадает вот в эту вот прокладочку. Она небольшая, но хорошо спасает, и в ней очень удобно ходить. Что касается ночной, то ночью я одеваю обычную прокладку 22 сантиметра, так как все-таки я двигаюсь, знаете, шаромыжусь во время сна, но крови не так уж много, так что использую вот это вот. Очень важно пить кучу воды в такие дни, даже больше, чем обычно. Советую вам еще пить с лимоном, но у нас лимончика нету, так что просто пью воду. Сейчас я буду садиться за монтаж, немного помонтирую видео, потому что у меня завтра выходит влог, а он еще не готов. Так что да, буду сейчас монтировать, займет у меня немножечко это времени, и потом уже буду заниматься другими делами. Время обеда, или точнее 12 часов дня, и сегодня у меня вот такая вот аппетитная вкусняшка. Это получается рис с овощами, со свининой и с яйцами. Это очень-очень вкусно на вкус, просто обожаю. И да, сейчас будем с вами кушать. Всем приятного аппетита! Вкусно пообедала, это значит то, что можно съесть вкусную вкусняшку. На самом деле нет, это ничего не значит, но просто сегодня нам походу повезло. Мама захотела мороженое, Олег захотел мороженое, так что мы приехали в 7, чтобы купить его. Я вам уже не раз показывала вариантов мороженого в Таиланде, потому что здесь очень-очень много. Есть и простые, например, кит-кат, шоколад, клубничные, а есть, например, вот такие вот со вкусом яйца. Очень интересно. Мы купили 4 вот таких вот
атом мороженых каких-то. Они очень вкусные. Да. Еще мы взяли вот такой вот Berry Cheese Crunch, выглядит вкусно. Вот такой вот шоколадное. Мое корнетто ванильное. И последний это вот такой вот Blueberry Cheesecake сэндвич. Как видите, я переоделась, и это потому, что прямо сейчас мы вместе с Алисой и с Олегом поедем в Харбор. Харбор — это такой мини-торговый центр у нас в Паттайе, в котором очень-очень много разных игровых штук. Мы поедем туда на площадку для Алисы. Не знаю, конечно, что буду делать там я, но я решила, почему бы и нет, потому что уже надоело сидеть дома, так что поехали. Ну что, ребята, вот она, эта огромная площадка. Здесь куча разных игровых центров. Есть, например, для маленьких прям детишек. Есть вот такие вот закрытые. Вон там вот самая главная большая площадка, двухэтажная. В общем, здесь куча всего интересного. Меня пропустили как взрослую. Я сказала, что мне 18 лет. Да, потому что за взрослых нужно меньше платить, чем за 16-летних. Хоть и разницы вообще в принципе нету. И да, буду ходить вместе с Алисой, за ней следить, где-то играть. У нас тут всего 2 часа. Насте 16 лет, катается на детском велосипеде. Просто, чтобы вы понимали, эти мини-кары — это не шутки. У меня после них ужасно болят ляжки. Как будто потренировалась 30 минут. Алиса с Олегом куда-то ушли, потому что мы решили то, что по очереди будем с Алисой играть. Я пока сижу, отдыхаю, оформляю сторис себе в Инстаграм. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, подписывайтесь также на мой Телеграм-канал, ссылочку на него оставлю в описании. По поводу моего самочувствия, то на самом деле я как бы сейчас нормально себя чувствую, мне ничего не болит. Единственное то, что как-то я очень быстро устаю, серьезно, вот просто с Алисой побегала 20 минут и сразу все, вся в поту, уставшая. А так мои месячные никак на меня не влияют. Просто играю, веселюсь и получаю удовольствие от жизни. So we're back home, и сейчас 6 p.m., да, 6 часов вечера. По дороге мы заехали, купили себе ужин, и выглядит он очень вкусно. В общем, здесь вот такая вот тефтелья с картошкой пюре. Честно, я не знаю, куда делась вторая половина моей картошки, но да, вот столечко осталось. Плюс еще вторая пачка отсюда тоже не доедена. Не понимаю, почему нельзя было из одной поесть, но ладно. Всем приятного аппетита. Выглядит вкусно, пахнет шикарно. Обожаю. Помните, сегодня утром я вам говорила о том, что мы с вами поговорим о моей коже во время месячных? Так вот, мне кажется, это единственная тема, которую мы еще не раскрывали в этих влогах, потому что на самом деле моя кожа во время месячных — это что-то. Не буду вам врать, моя кожа даже в дни, когда у меня нету месячных, все равно выглядит не очень классно, но почему-то за несколько дней до начала этих дней у меня сразу же начинает все лицо краснеть, покраснение, куча прыщей вылезает. Это просто пипец. Соответственно, во время месячных я пытаюсь как можно лучше очищать свою кожу, никогда не забываю смывать макияж, и для очищения использую вот такое вот мыло. До этого я использовала разные умывалки, тоники, вот это вот все, но решила то, что самый лучший вариант — это все-таки мыло, потому что это самое натуральное, и от него у меня точно никаких покраснений нету.
Итак, ну что, ребята, кожа у меня чистая, прокладка поменятая, пижаму одела, и это значит то, что время готовится ко сну. Сейчас я не то чтобы прям буду ложиться спать, я пока посмотрю сериалы, отдохну, займусь своими делами, но это все неинтересно, так что на этом и заканчивается этот месячный влог. Следующий месячный влог будет через месяц, так что не нужно мне писать, когда месячный влог. Ждите его через месяц на канале, и да, ставим лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех целую, до скорой встречи.